Основная часть тренировки на гипертрофию может быть с отдыхом около 3–3,5 минут для сложных многосуставных упражнений. Чем тяжелее упражнение и меньше повторов, тем больше отдыха нужно. А для изолирующих упражнений, типа отжимания от скамьи, когда руки сзади, тут можно отдыхать меньше, так как вы устанете меньше. Количество тренировок на мышечную группу не стоит ограничивать одной неделей. Не бойтесь выйти за 7 дней. Если надо, распределяйте на 8–10 дней, продумывая свой план. После нескольких месяцев занятий вы сможете понимать, какие мышцы у вас восстанавливаются быстрее, а каким нужно 6–8 дней отдыха. Каждый из нас индивидуален, и основной показатель, как часто тренироваться, это прогресс. По количеству подходов наращивайте объем, то есть количество нагрузки и подходов за тренировочный цикл за 7–10 дней. Можете начать с 8–10 в одном упражнении и доходить до 15–20 подходов в неделю, постепенно. Но и тут все зависит от упражнений и как вы переносите нагрузку. Частота. Занимаясь на спортплощадке, в основном с весом тела мы восстанавливаемся быстрее, чем в зале. Если вы несколько тренировок подтягиваний подряд не можете прогрессировать, то скорее или большая нагрузка, или недостаточно отдыха. Это не значит, что на каждой тренировке вы должны все делать лучше и лучше, но прогрессия должна прослеживаться. Многие проблемы тренировочного застоя решаются увеличением отдыха между тренировками, а в росте мышц это особо важно, так как вы, кроме отсутствия роста силовых, можете еще и сливать набранный вес. Часто за погоней к быстрым результатам можно перетренироваться. Статика тоже нагружает мышцы, ее стоит включать в ваши тренировки. Чтобы повысить нагрузку в упражнении с собственным весом, можно еще и проводить статодинамические тренировки. Делать паузы в несколько секунд в точке наибольшего напряжения и в промежуточной фазе. Например, задержитесь внизу отжиманий на брусьях и потом в верхней точке, не выпрямляя локоть. Насчет дозирования нагрузки многие говорят, что в упражнениях с весом тела тяжело и непонятно, как повышать нагрузку. Да, для неопытных тут есть свои нюансы. Если на штангу можно навешивать блины, начиная с кило 25 и постепенно равномерно повышать нагрузку, то в калистенике давайте разберем прогрессию на примере отжиманий. Это отжимания от стены, от низкой лавочки, с колен, полноценные отжимания с ровных ног. Тут можно варьировать нагрузку еще и постановкой рук, а это еще десятки разных способов. Чем руки ближе к поясу, тем тяжелее. V-образные отжимания и с постановкой ног на возвышенность. Отжимания на одной руке, далее отжимания в стойке у стены, в закрытом горизонте, без ног. Отжимания на руках без опоры, отжимания в горизонте, ноги врозь и ноги вместе. Это я перечислил только самые очевидные прогрессии, которых гораздо больше.